Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и теплые варежки. Данные варежки мы с вами будем вязать на 2 чулочных спицах. Единственное, на 4 спицах мы с вами в конце свяжем вот этот большой пальчик. Все остальное полотно будет вязаться на 2 спицах. Вяжутся данные варежки очень просто, смотрятся при этом очень красиво, и я думаю, данные варежки будут отлично согревать ваши ручки в прохладные дни. В мастер-классе эти варежки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Значит, это у нас идет по составу 49% шерсти и 51% акрила. Вязать данные варежки можно как однотонные, так и цветные. Вот как раз таки, как я буду вязать и в мастер-классе. Основное полотно варежки я буду вязать на 2 чулочных спицах, диаметр 3 миллиметра. И как я говорила, палец я буду вывязывать на 4 чулочных спицах. Данные варежки я вязала на свою руку, то есть мы должны измерить вот здесь окружность нашей вот руки, и у меня идет окружность руки вот в этом месте 19 сантиметров. Поэтому, если, к примеру, вы вяжете на другую окружность кисти или из другой пряжи, то в этом случае я рекомендую связать образец. Образец можно связать просто лицевой гладью и рассчитать, сколько у вас получается петель в 1 сантиметре. Далее полученное число как раз таки мы должны умножить на окружность нашей кисти. Но если, скажем так, у вас средняя плотность вязания и вы будете вязать из этой же пряжи, что и я, то в принципе можете набирать это же количество петель. Плюс-минус несколько петель вы можете отрегулировать, исходя вот именно из вашей окружности кисти. Далее в процессе вязания, так как данную варежку мы вяжем на 2 спицах, деталь, эту вот заготовку, можно будет примерять на руку. И я уверена, что вы не ошибетесь с размером вот при вязании варежек вот именно этим способом, что я показываю в мастер-классе. Самое главное, что здесь нужно, это набрать правильное количество петель изначально. Далее каждую деталь, во-первых, в процессе вязания я измеряю в сантиметрах, и вы можете примерять варежку по ходу вязания вот именно на вашу руку. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные варежки и вот именно этот вот интересный способ вязания этих варежек. Поэтому предлагаю сейчас связать их вместе со мной. Берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы диаметр спиц 3 миллиметра. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю 20 петель. Петли я набрала, и сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее я буду провязывать резинку 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 лицевая, 1 петля изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Все последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать вот изнаночной петлей, после чего вязание переворачиваю на изнаночную сторону и приступаем к вязанию второго ряда. Опять первую кромочную петлю снимаю, и дальше я буду продолжать вязать резинку 1 на 1. То есть петли, как они у меня по рисунку идут, так я их буду и провязывать. То есть я буду вязать 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную, 1 лицевую и 1 изнаночную петлю. Таким образом я сейчас дальше буду продолжать вязать вот полотно, провязывая резинку 1 на 1. И всего я эту резинку сейчас провяжу 18 рядов. Итак, вот я провязала высоту резинки, как я сказала, 18 рядов. И если измерить в сантиметрах, это у меня получается, ну вот где-то 7-7,5 сантиметров высота резинки. Теперь мы с вами будем приступать к вязанию вот этого основного узора. Теперь смотрите, какой момент.
варежку я вяжу вот основное полотно одним цветом, а резинка у меня связана контрастным цветом. Поэтому, смотрите, вязание вот я держу лицевой стороной вверх. Вязание сейчас вот я подвигаю в эту сторону, противоположную вот от той стороны, где у меня находится рабочая нить, и вот разворачиваю его как бы на изнаночную сторону. И сейчас вот здесь возьму нить контрастного цвета и начинать вязать основное полотно варежки я буду вот как раз таки с изнаночного ряда. Это мы делаем в том случае, если вы сейчас также полотно варежки будете вязать нитью контрастного цвета. Если вы дальше будете продолжать вязать варежку однотонную, то сейчас в этом случае вам нужно будет просто провязать вот еще, скажем так, 2 подготовительных ряда. Вот этот наш основной узор связан на основе резинки 1 на 1. Единственное, он такой у нас идет немного, скажем так, стягивает полотно, он эластичный, но просто чтобы этот узор на руке не сидел совсем, скажем так, в растянутом виде, поэтому для вязания этого узора я сейчас прибавлю 3 петли. Вот с этой стороны у меня остается нить фиолетового цвета, и вот я иду на изнаночную сторону, здесь прикладываю просто нить контрастного цвета. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И сейчас здесь я сделаю первое прибавление. Прибавление я буду делать вот как раз таки, наверное, из вот протяжки, которая вот у нас образуется между первой кромочной и второй петлей. Протяжку эту я одеваю вот на спицу. Так. И эту протяжку по рисунку я сейчас провязываю изнаночной петлей. То есть вот мы провязали изнаночной петлей, и у нас получилась кромочная, изнаночная. Дальше у нас по рисунку идет лицевая петля, я ее провязываю лицевой. Дальше изнаночная, лицевая. То есть дальше все петли я провязываю по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. В конце ряда вот я провязала изнаночную петлю и осталась последняя кромочная петля. Здесь в конце ряда я также вот эту протяжку между вот этими двумя последними петлями одеваю на спицу и смотрю по рисунку, эту протяжку я сейчас должна провязать лицевой петлей, поэтому эту протяжку я сейчас провяжу лицевой петлей за короткую стеночку, то есть вот за переднюю короткую стеночку я ее провязываю лицевой, и последнюю кромочную я провязываю изнаночной. То есть я провязала первый подготовительный ряд и прибавила сейчас 2 петли. Как я говорила, этих петель нам нужно прибавить 3, поэтому при провязывании первого ряда основного узора я в конце вот здесь ряда прибавлю еще 1 петлю. Поэтому вяжем первый ряд основного узора. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше по рисунку у меня идет петля изнаночная, я ее провязываю изнаночной. Дальше я вяжу 1 лицевую, 1 изнаночную и 1 лицевую петлю. Рабочую нить я сейчас вот кладу на левую спицу и только что 3 провязанных петли возвращаю также обратно на левую спицу. Далее вот делаю обвитие вот таким образом только что переснятых 3 петель, после чего этих 3 петли опять возвращаю с левой спицы на правую. Вот так у нас сейчас должно с вами получиться. Далее вязание повторяем. 1 петля изнаночная. Это петля, которая сейчас будет разделять наше обвитие. Дальше провязываем 3 петли по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочую нить я кладу вот сверху на левую спицу, после чего переснимаю только что провязанных 3 петли. Далее делаю вот обвитие этих 3 петель и петли возвращаю обратно с левой спицы на правую, после чего провязываю 1 изнаночную петлю. Еще раз: лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочую нить кладу на левую спицу и переснимаю 3 только что провязанных петли. Делаю обвитие и
3 петли возвращаю обратно на правую спицу, после чего провязываю одну изнаночную петлю. В конце ряда, смотрите, я провязываю изнаночную. Дальше вот этих 3 петли, которые мы сейчас вот сделаем обвитие. Вот таким вот образом. Петли возвращаю обратно. И после чего здесь между вот этими обвитиями и кромочной петлей я еще раз подниму вот эту протяжку, одеваю эту протяжку на спицу, и по рисунку эту протяжку я сейчас провяжу изнаночной петлей. И последнюю кромочную я провязываю также изнаночной петлей. То есть смотрите, что у нас получилось. У нас получается кромочная, изнаночная, дальше обвитие. И в конце ряда у нас также получается кромочная, изнаночная и обвитие. То есть у нас идут два одинаково симметричных края. Далее вязание разворачиваю на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. И дальше все петли я провязываю по рисунку. То есть у нас получается кромочная, одна лицевая, одна петля изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. То есть дальше продолжаем вязать вот все петли по рисунку. Это получается, мы сейчас с вами вяжем резинку 1 на 1. Теперь смотрите, что у нас получается. То есть вот получается кромочная, дальше по рисунку одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, так? И дальше вот следующих 3 петли это будут идти петли, которые мы будем вот обвивать. Поэтому вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, рабочую нить вот на левую спицу и 3 петли переснимаем. Делаем вот обвитие. И петли обратно возвращаем на правую спицу. И провязываем одну изнаночную петлю, которая вот сейчас будет разделять вот обвитие. Дальше опять лицевая, изнаночная, лицевая, рабочая нить на левую спицу. Петли возвращаем обратно и делаем обвитие. Петли возвращаем вот на правую спицу, после чего провязываем одну изнаночную петлю. То есть вот наши обвития сейчас получаются вот в шахматном порядке. Поэтому сейчас таким образом довязываем этот ряд до конца. То есть вот я сделала последнее обвитие, и у нас осталось 4 петли. То есть вот и мы их провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная и кромочная изнаночной петлей. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны мы все петли провязываем по рисунку. То есть провязываем резинку 1 на 1, одна лицевая и одна изнаночная петля. Изнаночный ряд я провязала, вязание перевернула на лицевую сторону, и вот мы с вами провязали один раппорт узора в высоту. Далее вот эти наши раппорты мы повторяем с первого, получается, по 4 ряд на необходимую высоту. Давайте вместе еще раз начнем. Дальше будете продолжать вязать самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее у нас идет одна петля изнаночная. И вот мы должны сейчас сделать обвитие следующих 3 петель. То есть точно таким же образом, как мы делали и в начале. То есть у нас получается одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая. Рабочую нить набрасываем вот сверху на левую спицу и переснимаем только что провязанных 3 петли, то есть лицевую, изнаночную и лицевую. Делаем вот обвитие этих 3 петель и 3 петли возвращаем обратно с левой спицы на правую, после чего провязываем одну изнаночную петлю. Еще раз, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, рабочая нить на левую спицу и переснимаем только что провязанных 3 петли. Делаем обвитие, петли возвращаем обратно, после чего провязываем одну изнаночную петлю. Таким образом мы сейчас дальше продолжаем вязать это полотно. При провязывании можно эту варежку вот сверху на руку примерять. То есть, допустим, вот у нас идет резинка, я хочу, чтобы она вот, допустим, была на этом уровне, и мы сейчас должны вязать просто это ровное полотно, пока это полотно не перекроет вот верхушку мизинца. Далее мы будем делать убавление вот петель на переднюю вот эту часть мысок.
Итак, вот я провязала высоту полотна до убавок. Значит, смотрите, и если в сантиметрах, вот нитью контрастного цвета у меня сейчас провязано до резинки вот ровно 17 сантиметров. Плюс резинка, как я говорила, ну, вот где-то около 7 сантиметров. Если мы возьмем сейчас эту заготовку, вот примерим на руку, то как раз вот видите, я довязала до верхушки мизинца. Опять же, если в раппортах, вот у меня сейчас конкретно вот здесь провязано 10,5 раппортов. Вот здесь нитку от моточка, который я вязала резинку, я не обрывала. И вот как раз таки сейчас, когда мы провязали высоту полотна до верхушки мизинца, мы будем приступать к убавлению петель. Теперь количество наших петель я должна разделить на 3 части. При этом, во-первых, количество петель, которые мы отдаем на боковые части, у нас должно быть равно. И это получается какой вариант? Или у нас получается 8 петель здесь, 8 петель здесь и 7 петель тут. Но я хочу, чтобы вот эта центральная часть была равна большему количеству петель, нежели боковые части. Поэтому я это делю следующим образом. 7 петель одна боковая часть, 9 петель центральная часть и 7 петель вторая боковая часть. Поэтому я сейчас дальше буду продолжать вязать узор, при этом делая убавление петель с одной и со второй стороны до тех пор, пока на спицах у нас не останется вот как раз таки 9 центральных петель. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше следующих 2 петли мы должны провязать 2 вместе лицевой петлей с наклоном в левую сторону. Поэтому эту изнаночную петлю я сейчас переверну так, чтобы вот правая стенка петли была за работой. После чего вот эту изнаночную и следующую лицевую петлю я провяжу 2 вместе вот лицевой петлей за заднюю стенку. То есть у меня получается наклон в левую сторону. И далее продолжаю вязать основной вот этот наш рисунок. То есть не забывая делать обвитие, как я говорила, в шахматном порядке. И так мы вяжем этот ряд до конца, не довязывая 3 последних петель. При этом делаем обвитие петель. В конце ряда, когда у нас остается 3 петли, этих 3 петли мы будем провязывать 2 вместе лицевой за переднюю стенку или с наклоном в правую сторону, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны мы все петли провязываем по рисунку. То есть лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Вязание я перевернула вот на лицевую сторону, и снова в лицевом ряду делаем убавление петель в начале и конце ряда, при этом провязывая основной узор. Первую кромочную петлю я снимаю. Вот следующих 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе лицевой за заднюю стенку. То есть вот лицевая петля, вот стенка лицевой петли у меня расположена за работой, поэтому здесь я ничего не переворачиваю, и эти 2 петли провязываю лицевую и изнаночную 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Далее провязываю все петли по рисунку. То есть у меня получается кромочная, 2 петли вместе, далее лицевая, изнаночная, и следующих 3 петли мы обвиваем. Лицевая, изнаночная, лицевая, и делаем обвитие этих 3 петель. То есть вот у нас получается, далее 1 изнаночная, и снова делаем обвитие. Так мы вяжем этот ряд до конца, опять не довязывая последних 3 петли. В конце ряда, смотрите, вот я сделала обвитие, 1 изнаночная, 1 лицевая, и осталось 3 следующих петли. В конце ряда вот этих 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Но смотрите, у этой лицевой петли правая стенка находится за работой, поэтому я сначала сниму изнаночную петлю, далее лицевую петлю переверну так, чтобы правая стенка петли была вот спереди, перед работой. Изнаночную петлю возвращаю обратно, и этих 2 петли провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стенку.
или с наклоном вот в правую сторону. Последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону и изнаночный ряд провязываю все петли по рисунку. То есть у нас получается кромочная, изнаночная по рисунку. Следующая у нас также идет изнаночная петля. И дальше у нас идет резинка 1 на 1. И в лицевом ряду снова делаем убавление петель в начале и конце ряда, при этом провязывая основной узор. Давайте последний раз вам покажу. Далее заканчивать вот эти убавления будем самостоятельно. Первую кромочную петлю я снимаю. Следующих 2 петли я должна провязать как 2 вместе лицевой с наклоном вот в левую сторону. Здесь я ничего не переворачиваю, а просто этих 2 петли провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Далее провязываю 1 изнаночная по рисунку у меня идет, лицевая, изнаночная. И делаем обвитие вот следующих 3 петель. Лицевая, изнаночная, лицевая. Возвращаем обратно, делаем обвитие, 1 изнаночная. То есть так мы вяжем этот ряд до конца, опять не довязывая последних 3 петли. Здесь я вот делаю обвитие, 1 изнаночная, и в конце, когда у нас остается вот 5 петель, я провязываю 1 лицевая, 1 изнаночная, так чтобы вот нам надо 3 петли осталось. И обвитие мы делаем только в тех местах, где у нас получается сделать вот как раз таки полноценное обвитие, вот с 3 петлями, которые нам не нужно убавлять. Вот у нас в конце ряда остается 3 петли. Первую и вторую петлю я сейчас должна провязать 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Поэтому эти 2 лицевых петли я должна перевернуть так, чтобы вот правая стенка петли была перед работой. Вот раз и 2. Возвращаю обратно. И вот получается, видите, правая стенка перед работой. И после чего этих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю правую стенку с наклоном вот в правую сторону. И последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Вязание переверну на изнаночную сторону, и изнаночный ряд я провяжу все петли по рисунку. Петли в начале вот и в конце ряда мы вот как раз таки располагаем правильно, переворачивая в нужных местах и меняя стенку местами так, чтобы вот здесь, когда мы делаем убавление, у нас образовывались ровные косички и петли эти не были перекрученными. Поэтому дальше продолжаем вязать полотно, не забывая делать вот обвитие петель в нужных местах и убавляя петли в начале и в конце ряда до тех пор, пока на спицах у нас не останется 9 петель. Итак, смотрите, на спицах у меня 11 петель, и последнее убавление давайте сделаем вместе. То есть смотрите, вот первую кромочную петлю я снимаю, и следующих вот 2 петли я должна провязать 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Вот они у меня так и расположены, то есть правая стенка была за работой. Далее смотрите, у нас получается, что у нас с учетом этих убавок выйдет сейчас сделать здесь еще и обвитие. Поэтому получается кромочная, 2 петли вместе. Далее по рисунку изнаночная, лицевая. И как раз таки вот в шахматном порядке мы сейчас можем сделать обвитие этих 3 петель. Поэтому вот рабочую нить я кладу на левую спицу. Этих 3 петли я переснимаю с правой вот спицы на левую. Делаю обвитие. Петли возвращаю обратно, 1 изнаночная, и у нас в конце осталось сейчас 5 петель. То есть смотрите, как мы их провяжем: лицевая, изнаночная. Далее этих 2 петли мы должны провязать 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону, поэтому я их переверну так, чтобы правая стенка петли была перед работой, и провяжу 2 вместе лицевой петлей за переднюю стенку. И здесь у нас также сейчас получится сделать обвитие этих петель. Поэтому этих 3 только что провязанных петли, вот 1, 2, 3, то есть та, которую провязывали 2 вместе, изнаночная и лицевая, переснимаем, делаем обвитие, возвращаем петли обратно
И последнюю кромочную провязываем изнаночной. Вот таким образом мы сейчас сделали последнее убавление и, соответственно, обвитие этих петель. Вязание переворачиваем на изнаночную сторону, и в изнаночном ряду мы все петли провяжем по рисунку. Все, мы с вами сделали убавление петель, и это мы провязали вот как раз таки верхнюю часть варежки. И давайте сразу также это все измерим в сантиметрах. Значит, смотрите, вот эта часть, где мы вязали основной узор до резинки, ну вот получается где-то 21-21,5 сантиметра. Так, и соответственно вот общая длина, ну вот 28,5-29 сантиметров. Теперь мы будем приступать к вязанию вот как раз таки этой части варежки, где у нас идет ладошка. Эту часть я буду вязать просто лицевой гладью. И вот эту лицевую гладь я сейчас буду вязать вот из 21 петли. Поэтому после того, как мы сделали все убавления петель, мы сейчас в конце каждого ряда будем прибавлять по одной петли до тех пор, пока у нас на спицах снова не будет, вот как в моем случае я сказала, 21 петля. Поэтому сейчас мы вяжем полотно просто лицевой гладью. То есть лицевые ряды мы будем провязывать лицевыми петлями, изнаночные изнаночными. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше вот все петли я провязываю лицевыми. Лицевая. Последнюю петлю я также сейчас провяжу лицевой петлей. После чего я сейчас буду поднимать кромочные петли. Поэтому если я сейчас наш кромочный край слегка разверну на изнаночную сторону, то мы сейчас будем в конце каждого ряда поднимать вот кромочные петли. То есть вот идет наша кромочная петля. И я буду поднимать ту стенку петли, которая расположена ближе к изнаночной стороне. То есть я поднимаю кромочную петлю и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И сейчас эту петлю я провяжу изнаночной. В данном случае она будет являться сейчас кромочной петлей, после чего вязание я сразу же переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю вот я снимаю, и дальше все петли в изнаночном ряду я провязываю изнаночными. Последнюю я также провязываю вот изнаночной петлей, и после чего вот поднимаю следующую кромочную петлю. То есть если посмотреть, вот это у нас петля идет, и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту поднятую кромочную петлю я провязываю также изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. И вот мы с вами провязали сейчас 2 ряда вот как раз таки ладони, и в конце каждого ряда прибавили по одной петли. Теперь я рекомендую вам сейчас взять маркер или нить контрастного цвета и отметить тот участок, откуда мы начали вязать вот как раз таки нашу ладонь, чтобы посчитать ряды. Сейчас мы отметим, далее я объясню почему. То есть смотрите, вот петля, которая находится на спице, это раз ряд, и вот ниже петля это 2 ряд. И вот я сюда повешу сейчас маркер. То есть вот я буду считать, это провязанный 1 ряд, и те петли, которые находятся на спице, это 2 провязанный ряд. Это мы делаем для того, чтобы связать 2 одинаковые варежки, так как отверстие для большого пальца мы должны сделать и на одной, и на второй руке на одинаковом расстоянии. Поэтому здесь рекомендую вот этот участок отметить маркером. И дальше продолжаем вязать. В лицевом ряду первую петлю снимаю, все остальные петли я провязываю лицевыми. Последнюю петлю здесь я также провязываю лицевой петлей,
после чего должна поднять следующую кромочную петлю. То есть вот я разверну кромочный край, и вот мы видим, то есть здесь вот если посмотреть, четко видна, это кромочная петля. То есть вот этот участок мы пропускаем, вот идет наша полноценная кромочная петля, вот она. Мы поднимаем ту стенку петли, которая расположена ближе вот как раз таки к изнаночной стороне, и эту петлю провязываем изнаночной. То есть вот следующую петлю мы поднимем вот эту, далее будем поднимать вот эту петлю и так далее. Вязание разворачиваю на изнаночную сторону, первую кромочную петлю снимаю, и в изнаночном ряду я сейчас все петли провяжу изнаночными. И в конце как раз таки здесь изнаночного ряда я также подниму одну кромочную петлю. То есть вот изнаночная, и вот наша идет следующая кромочная петля. И та стенка, которая располагается ближе вот как раз таки к изнаночной стороне. И эту петлю провязываю я сейчас изнаночной. То есть вот у нас будет идти, то есть вот мы петлю провязали, вот она у нас, и следующая петля вот это и так далее. Вязание переворачиваем на лицевую сторону и вяжем следующий лицевой ряд. Первую петлю снимаю, дальше вяжу все петли лицевые, и в конце этого лицевого ряда я также подниму одну кромочную петлю, лицевая, и вот идет следующая кромочная петля, и та стенка, которая располагается ближе к изнаночной стороне, и эту кромочную петлю я провязываю изнаночной. То есть таким образом мы дальше продолжаем вязать нашу вот эту лицевую гладь, делая прибавки в конце каждого ряда, и лицевого, и изнаночного. То есть в конце каждого ряда мы поднимаем одну кромочную петлю. И так мы делаем эти прибавки до тех пор, пока на спицах у нас не будет вот то количество петель, которое нам необходимо. То есть в моем случае, пока на спицах у меня не будет 21 петля. Итак, вот я провязала вот этот мысок. Вот таким образом он у нас выглядит. То есть делая прибавки, как я говорила, в конце каждого ряда лицевого и изнаночного. И вот до тех пор, пока на спицах у меня снова не будет 21 петля. Теперь мы будем продолжать вязать вот нашу ладошку у варежки. Только сейчас никаких прибавок нам делать больше не нужно. Поэтому продолжать вязать мы будем следующим образом. Вязание вот я держу лицевой стороной наружу, первую кромочную петлю я снимаю, и далее в лицевом ряду я все петли провязываю лицевыми. Так я провязываю лицевой ряд, не довязывая до конца этого ряда 2 петель. Теперь, когда в конце ряда у меня вот осталось 2 петли, как я говорила, прибавление петель нам больше делать не нужно. Значит, в конце ряда этих 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе лицевой петлей за заднюю стенку, после чего подниму следующую кромочную петлю, вот она у нас идет, и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне. И эту поднятую петлю я провяжу изнаночной. И вязание сразу переворачиваю на изнаночную сторону. Хорошенько здесь мы подтягиваем кончики. Первую кромочную петлю я снимаю, и в изнаночном ряду я все петли сейчас провяжу изнаночными, опять не довязывая до конца этого ряда 2 петель. Когда в конце изнаночного ряда остается 2 петли, их я провяжу сейчас 2 вместе изнаночной петлей, после чего подниму вот следующую кромочную петлю и ту стенку, вот которая расположена к изнаночной ближе стороне, и эту петлю сейчас провяжу также изнаночной петлей, и вязание переворачиваем на лицевую сторону. Еще раз покажу. Значит, в лицевом ряду первую петлю снимаю, и все остальные петли провязываю лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 2 петель. Когда в конце лицевого ряда у нас остается 2 петли, в конце лицевого ряда этих 2 петли я провяжу сейчас 2 вместе лицевой петлей, после чего поднимаю следующую кромочную петлю и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне, и эту петлю провяжу изнаночной.
В изнаночном ряду точно так же вяжем все петли изнаночными, не довязывая 2 петель. Последних 2 петли я провяжу 2 вместе изнаночной петлей, после чего подниму вот следующую кромочную петлю. И так мы вяжем вот тело нашей варежки как раз таки до вот этого момента, то есть до большого пальца. Далее мы должны будем сделать отверстие для большого пальца. Смотрите, сейчас я провяжу основное полотно до большого пальца, далее измерю этот участок в сантиметрах. Поэтому по этой же схеме дальше продолжаем вязать тело нашей варежки. Итак, смотрите, вот я вывязала тело варежки до большого пальца. То есть, видите, в процессе вязания полотна это можно примерять. То есть, вот я довязала до участка, где у нас должен идти большой палец. И теперь мы должны сделать отверстие, где мы впоследствии вывяжем вот большой пальчик. Я отмечала маркером вот тот ряд, откуда я начала вывязывать вот эту часть варежки. И сейчас вот здесь я провязала 38 рядов. И давайте этот участок еще дополнительно измерим в сантиметрах. Ну вот он у меня получается ровно 13 сантиметров. То есть, соответственно, и одну, и вторую варежку мы вяжем вот этот участок одинаковое количество рядов, ну или вот сантиметров. Далее получается в 39 ряду я сейчас буду делать отверстие для пальца. Отверстие для правой и для левой руки делается в одинаковом ряду, только на одной варежке. Когда я вязала первую варежку за кадром, это отверстие делала вот с правой стороны, если вот так вот варежку я держу ладошкой к себе. А сейчас на второй варежке я буду это отверстие делать с левой стороны. Смотрите, когда я делала отверстие для первой варежки, то есть я провязала вот первую петлю, сняла, далее провязала еще 2 петли лицевых, и из следующих 6 петель я делала отверстие. И здесь у меня получается наоборот. С конца я отсчитываю этих 3 петли, 1, 2, 3. Далее здесь у меня будет идти 6 петель пальца, 1, 2, 3, 4, 5, вот 6 это граница, и соответственно вот эти петли, их у меня здесь 12, я сейчас просто провяжу лицевыми. Поэтому вот первую кромочную петлю я снимаю, вот это первая, дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, одиннадцатая и 12. И вот как раз таки следующих 6 петель это будут идти петли пальца. Сейчас я беру нить контрастного цвета, и эти 6 петель пальца я провяжу вот как раз таки нитью контрастного цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И у нас осталось 3 петли. Теперь этих только что 6 провязанных петель я возвращаю обратно с правой спицы на левую. Кончики вот этой контрастной нити я сейчас кладу вот вовнутрь, чтобы они нам не мешались. Беру нить основного вот цвета, и теперь эти 6 петель я провяжу нитью основного цвета. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вот у меня по рисунку еще лицевая петля. И вот до конца ряда я не довязываю 2 петли. В конце ряда этих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей, после чего поднимаю вот здесь следующую кромочную петлю. Вот она у нас идет. И эту петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. Вот мы с вами отметили тот участок, где мы впоследствии будем вывязывать пальчик большой. Далее вязание разворачиваю на изнаночную сторону. И дальше мы продолжаем вязать тело нашей варежки дальше до резинки. То есть все точно таким же образом. Первую снимаем петлю. В изнаночном ряду все петли я провязываю изнаночными, не довязывая до конца этого ряда 2 петель. Когда в конце изнаночного ряда остается 2 петли, эти 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей,
После чего поднимаю вот следующую кромочную петлю, и эту петлю также провязываю изнаночной петлей. Кончик подтягиваю и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Так мы вяжем полотно лицевой гладью до резинки. Итак, смотрите, я довязала тело варежки вот ровно до резинки, и теперь нить основного цвета от моточка я здесь обрезаю. Кончик я кладу вовнутрь, и теперь, как вы помните, нитку, которой я заканчивала вязать резинку, я также не обрывала. Сейчас этой ниткой я дальше буду продолжать вязать вторую часть резинки. Вязание вот я держу лицевой стороной к себе и вяжем первый ряд резинки. Первую кромочную петлю я сейчас провязываю лицевой, и дальше после кромочной я провязываю одну петлю изнаночную, то есть кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так мы вяжем этот ряд, провязывая резинку 1 на 1, не довязывая как раз таки до конца этого ряда одну последнюю петлю. И вот смотрите, в конце ряда у меня получилась лицевая, изнаночная, и осталась одна петля. Эту одну петлю я сейчас сначала просто переснимаю, получается, с левой спицы на правую. Далее вот смотрю кромочные петли, то есть вот и поднимаю вот кромочную петлю за ту стенку, которая расположена вот ближе к изнаночной стороне. Далее петлю возвращаю обратно, так чтобы на левой спице вот у меня была кромочная петля плюс последняя петля вот основного полотна. И в лицевом ряду я сейчас этих две петли провяжу 2 вместе лицевой петлей. Кончики здесь я также хорошенько вот все подтягиваю и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. И дальше все петли я буду провязывать по рисунку. То есть вот лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. То есть мы вяжем резинку 1 на 1, не довязывая до конца этого ряда одну последнюю петлю. В конце ряда у меня получилась изнаночная лицевая петля, и вот осталась одна последняя петля. Эту петлю я также переснимаю с левой спицы на правую, после чего поднимаю кромочную петлю резинки, ту стенку, которая расположена вот именно ближе к изнаночной стороне. Петлю возвращаю обратно, и в изнаночном ряду этих 2 петли провяжу 2 вместе изнаночной петлей. Кончики хорошенько подтягиваем и вязание переворачиваем на лицевую сторону. Опять повторяем: первую снимаем и дальше вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая. И так мы вяжем, не довязывая опять одну последнюю петлю. Вот у меня осталась последняя петля, я ее просто сначала переснимаю, далее вот смотрю следующую кромочную петлю и ту стенку, которая расположена ближе к изнаночной стороне, петлю возвращаю обратно, и в лицевом ряду этих 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой петлей. Кончик подтягиваю хорошенько и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Так мы вяжем резинку вот как раз таки на необходимую высоту. Итак, смотрите, вот я провязала всю высоту резинки, то есть вот как раз таки, как я и говорила, с этого края я подняла все кромочные петли, и вот здесь у меня осталась последняя кромочная петля. Вязание я держу вот изнаночной стороной к себе, вот наша изнанка идет, и сейчас мы будем закрывать петли. Первую петлю я снимаю, далее по рисунку я провязываю одну петлю лицевую, петлю, которую мы снимали, мы эту вот петлю протягиваем и спускаем через провязанную петлю. Далее по рисунку у нас идет петля изнаночная, мы ее провязываем соответственно изнаночной, и петля, которая была на спице, вот мы ее протягиваем и спускаем через провязанную. Вот петля на спице, петли сильно при закрытии не перетягиваем, то есть петля на спице, по рисунку вот лицевая, петлю протянули, спустили, далее изнаночная, протянули и спустили. Так мы закрываем петли до конца. Итак, вот я закрыла все петли, у меня осталась одна петля на правой спице и одна петля на левой спице. Петлю вот с левой спицы я переснимаю на правую,
После чего сейчас подниму последнюю кромочную петлю вот здесь с этой стороны. Вот она у нас, эта петелька. Далее петлю возвращаю обратно на левую спицу. И теперь этих две петли мы провяжем 2 вместе изнаночной петлей. Это в изнаночном ряду. И петля, которая была на спице, я ее протягиваю и спускаю через только что 2 провязанных петли. Далее петельку эту я вынимаю подлиннее и ниточку от моточка обрезаю. Теперь в эту нашу петлю я продеваю кончик, который я обрезала от моточка, и петельку аккуратно эту затягиваю. Так, вот эту ниточку наборную нашу мы тоже хорошенько подтягиваем. Вот. Далее в конце все эти кончики мы с вами спрячем. Теперь нам осталось связать только пальчик. Пальчик я буду вязать на 4 чулочных спицах. Поэтому подготавливаем 4 чулочные спицы номер 3 миллиметра. Далее вот эту нить контрастным цветом, где мы вывязывали вот это отверстие для пальца, мы ее должны распустить. То есть здесь мы никаких закрепляющих узелков не делали, поэтому просто аккуратно мы эти петли вот распускаем. Эту контрастную нить мы сейчас убираем. Далее вот эти и вот эти петли я одеваю на вот 2 чулочные спицы. Смотрите, как я петли одела. То есть здесь вот с этой стороны у меня одето 6 петель, а с этой стороны 7 петель, потому что я еще одела на спицы вот эти петли. Вот они у нас с одной стороны здесь, видите, один раз она у нас провязана, и вот с другой стороны вот эта петля, я ее также одеваю на спицу. То есть у меня получается 7 петель тут и 6 петель тут. Вязание вот я беру лицевой стороной к себе, беру нить, которую я буду вязать палец. Кончик я сейчас кладу вот вовнутрь, в изнаночную сторону. И приступаем к вязанию первого ряда. То есть вот первую петлю провязываю лицевой. Смотрите, палец этот я сейчас буду вывязывать из 16 петель на спицах 3 миллиметра. Поэтому вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте распределим эти петли на 3 спицы. Так, здесь у нас идет 1 петля. И теперь вот здесь, в этом промежутке, я должна поднять петли. Нам нужно прибавить 3 петли. Соответственно, ну, или здесь мы поднимаем 2, а здесь 1. Или наоборот, здесь 2, а здесь 1. То есть здесь уже этот момент не принципиален. Здесь уже как бы как у вас будет получаться. Так, и здесь давайте я сейчас подниму петлю. Так, поднимаем петлю, чтобы не образовывалось никаких больших дырочек. То есть давайте вот так, наверное, попробую и провязать. Вот это 1, 2, дальше вот у нас 3, смотрим хорошенько, нормально, нормально, 3, 4, 5. Дальше следующую берем спицу и здесь 1, 2, 3, и здесь мы должны поднять 2 петельки. Так, 3. Так, давайте попробуем. Вот здесь у нас будет идти сейчас 4, вот так, хорошо. И где-нибудь вот здесь мы сейчас поднимем 5. То есть петли поднимаем так, чтобы здесь у нас вот не образовывалась дырочек. Видите, смотрю, дырочка, значит, я ее сейчас подниму как-нибудь по-другому. Давайте попробуем вот так мы эту петлю поднять и провязать за вот эти стеночки. Так, смотрим. Все хорошо. Все, то есть это мы с вами провязали первый ряд и распределили петли. Теперь смотрите, для того, чтобы нам связать 2 одинаковых пальца, здесь тоже при провязывании рекомендую эти ряды подсчитать. То есть вот первый ряд я провязала, и на эту первую петлю я сейчас повешаю маркер. И теперь просто по кругу вяжем наш палец большой вот из 16 вот этих петель. Все петли я провязываю лицевыми. Вот сначала с одной спицы, затем со второй и потом с третьей.
При провязывании этого вот пальца можно варежку примерять на руку. Поэтому смотрите, сейчас этот палец я провяжу, вот как я уже первый уже вязала, 18 рядов. Далее я вам измерю палец в сантиметрах и покажу, как он смотрится вот именно на руке. Итак, вот я провязала 18 рядов пальца. И смотрите, если в сантиметрах, это у меня сейчас получается, ну вот до убавок где-то 5,5 сантиметров. И вот если варежку я одену на руку, то есть вот здесь все ровненько, вот я довязала, скажем так, до верхушки, считай, пальца. Сейчас вот буквально 3 рядами мы закроем эти петли. Далее, смотрите, петли пальца я уже распределила на 2 спицы. На палец мы вязали с вами из 16 петель, поэтому я распределила петли вот 8 петель на одну спицу и 8 петель на вторую спицу. При этом видите, чтобы здесь у нас вот эти края вот ровно были, то есть не как-то не перекошено. То есть смотрю, где здесь у нас идет середина, так я эти петли и распределила. Теперь мы приступаем к вязанию первого ряда убавлений. Сейчас в начале ряда вот сразу первую и вторую петлю я провяжу 2 вместе лицевой петлей за переднюю стенку. Далее вяжу все петли лицевые, не довязывая вот 2 петель на этой именно спице. И в конце ряда последних 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой, но за заднюю стенку с наклоном в левую сторону. Вязание переворачиваем. Здесь на этой спице петли убавим точно таким же образом. Значит, первую и вторую петлю в начале ряда я провяжу 2 вместе лицевой за переднюю стенку, то есть с наклоном в правую сторону. Далее все петли вяжу лицевые, не довязывая последних 2 петель на этой спице. И последних 2 петли я провяжу 2 вместе лицевой за заднюю стенку или наклоном вот в левую сторону. Вязание переворачиваем. Следующий ряд мы провяжем просто все петли лицевыми. То есть здесь мы никаких убавлений делать не будем. В следующем, получается, в 21 ряду мы делаем опять убавление в начале и конце каждой спицы. То есть вот 2 лицевых за переднюю стенку, далее еще 2 лицевых просто и последних 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Так, и здесь на этой спице точно таким же образом убавим петли в начале. 2 вместе провяжем и в конце спицы последних 2 петли также провяжем 2 вместе за заднюю стенку. В принципе, теперь эти петли можно просто стянуть или как вариант провязать еще один ряд убавок, то есть провязав вот этих 2 петли и вот этих 2 петли вместе. Давайте, наверное, сейчас я так и сделаю, провяжу вот именно по 2 петли вместе еще последний раз, то есть это 4-й ряд у нас получается убавок. С наклоном сначала вправо, а затем влево. Здесь и здесь также осталось вот на спицах 4 петли. И эти петли мы просто переснимаем на ту петлю, на которой у нас расположена рабочая нить. Теперь в эту нашу вот петельку, вот я его подлиннее вытащу, продеваем кончик, который мы отрезали от моточка, петельку затягиваем. И теперь берем крючком и крючком вот этот кончик мы выводим вот именно на изнаночную сторону. Итак, друзья, после того, как мы по изнаночной стороне спрятали кончики, наши варежки полностью готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому поддержите это видео пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно с вами встретимся в новых наших видео. И всем пока-пока!